Друзья, всем привет из солнечной Доминиканы. С вами Саша и Карина. Сегодня мы снимаем обзор отеля Radisson Blu. И не знаем даже, если честно, чего именно ожидать, потому что внешне очень все выглядит красиво, очень классные отзывы. Единственное, что смутило меня и Карину, то, что очень уж низкая цена на него. Да, дело в том, что сейчас достаточно высокий сезон в Доминиканской Республике. Мы когда взялись бронировать вообще отели, практически все занято на эти даты. И цена очень внушительная. Этот отель Radisson Blu мы снимали на целых 5 человек. У нас сегодня будет большая компания. И он стоил на букинге $358 для 5 человек. Это очень дешево, правда. Действительно, очень дешево. Относительно других отелей похожей категории, скажем, как минимум в 2 раза разница цены. Ну, в общем, очень интересно посмотреть, что там. Ожидания при этом, при всем, достаточно высокие, потому что это Radisson, отель с очень громким мировым именем, известным не только в курортных странах, но вообще абсолютно во всех. Поэтому мне кажется, если честно, что там будет классно. Друзья, если вы еще не подписались на наш канал, можете сделать это прямо сейчас, поставить лайк видео или дизлайк, но тогда напишите, что именно вам не понравилось. И также еще хочу напомнить, что мы делаем очень классные экскурсии в Доминикане, и можете записаться на нашем сайте dominicana.pro. Ну а мы поехали! В отеле Radisson Blu очень красивый ресепшн, он большой, просторный, много воздуха. Соблюдаются все меры безопасности в связи, сами знаете, с чем. Сотрудники все находятся в масках. От нас, кстати, этого не требуют, что приятно. Стоят везде санитайзеры. Стоит вот такая вот штуковина, которая в режиме реального времени замеряет температуру. У меня вот показала 36,4. И еще отдельно хотел остановиться на правилах. Обычно мы на этом не заостряем внимание, но здесь кое-что интересное я нашел. Во-первых, если не единственный, то один из немногих отелей, где можно останавливаться с животными. Стоимость доплаты за животное составляет $30 в сутки. Это прям прикольно, я такого больше нигде не встречал. И то, что меня действительно удивило, это достаточно большие штрафы. Например, утеря браслета стоит $100. Поздний выезд из отеля стоит $150. Тут есть очень большой штраф. За курение внутри номера составляет $250. Также в отеле запрещены кальяны и запрещены электронные сигареты. Так что, не знаю, может быть, какие-то есть места, отведенные для курения, мы еще уточним. Но, по крайней мере, вот в правилах написано, имейте в виду. Кстати, классный момент, что номер можно открывать прямо своим браслетиком. Здесь вот такая маленькая пластиковая карточка, которую прислоняешь к замку, и он открывается. Хочу сказать пару слов о лобби. Оно небольшое, но очень приятное, очень стильное. Здесь обалденно комфортная мебель. Все выдержано вот в таких рэдиссоновских цветах, бирюзовый, синим, и вот даже приветственные коктейли в таком цвете. А еще мы с Сашей заметили, что по дороге в этот отель можно хватануть немножко доминиканской колоритной жизни, потому что дорога идет именно через такой доминиканский квартал. Тут же стоят вот такие QR-коды. Один QR-код на бесплатный Wi-Fi и второй QR-код с информацией по отелю. Мы уже просканировали, будем смотреть. При входе стоит такой столик с пуфиками и всякими детскими играми, типа кубиками. Если вы приезжаете с детьми, то пока вы заселяетесь, они спокойно могут вот там посидеть, поиграть. Здесь же на ресепшене, любимая многими секция в отеле, которая называется бар, он же кафе. Здесь можно заказать кофе, стоит очень серьезная кофемашина. Что касается алкоголя, можно посмотреть, здесь достаточно большой выбор премиальных разных марок алкоголя, но они не включены в стоимость, то есть за них нужно доплачивать. То, что включено в стоимость, напитки доминиканского производства, вот на нижней полочке они представлены. Там есть ром Пунта-Кана, есть Бругаль, есть Барсело. Тот ром, который стоит чуть выше, доминиканский, тоже Барсело Империаль, они уже идут за доплату. Я люблю обычный черный кофе, но если вы любите там капучино, фраппучино и так далее, и не знаете, как называется, здесь есть вот такая инструкция с названиями разных видов кофе. Можете заказать, в принципе, любой.
просто показав пальчиком, какой вам нравится. Несмотря на то, что в отеле Radisson Blu есть сервис Молитера, да, который вам может отнести вещи, здесь также есть опция, как приехать к своему номеру прямо на машине, которой мы намерены воспользоваться. Нам сказали, что прямо возле номера есть парковка. В общем, пойдем посмотрим. Действительно очень удобно, и парковка большая. А вот и наше здание Б. Я сейчас покажу наши апартаменты. Я думаю, они многое скажут за себя, потому что у меня просто нет слов. Это самый огромный номер, который мы вообще когда-либо видели. Вообще. Он трехкомнатный, как я говорила, я снимала его для 5 человек. И там, в принципе, мне изначально при бронировании разные опции были, и вот такой вот трехкомнатный номер. Ну, думаю, ну ладно, стоит недорого, попробуем, посмотрим. Когда я сюда вошла, когда мы все сюда вошли, мы просто решились дара речи. Итак, начинаем. Нас встречает вот такая кухня. И это не просто кухонька, как, ну, знаете, во многих отелях такая импровизированная. Нет, здесь полноценная кухня, ребята. Здесь есть микроволновка, здесь есть плита, здесь есть холодильник, классный там со всякими льдами. В холодильнике у нас даже есть небольшой мини-бар с кока-колами. Поверхность для готовки, плита, есть кофемашина со всякими там капсулами. И пойдемте сюда, здесь есть также прачечная, полноценная прачечная со стиральной машинкой и с сушилкой. Можно постирать свои вещи здесь же и высушить. Единственное, что вам нужно, будет просто раздобыть где-то порошок. Короче, вот такая вот кухня. Дальше у нас гостиная. Здесь просто невероятно много пространства. Все новенькое, все очень симпатичное. Вот такая гостиная со столиком, есть телевизор, всякие полочки, диванчик, пуфики. Идем дальше. Здесь у нас с вами начинаются спальни. Пойдем в первую спальню. Это первая спальня, с нее же выход на террасу туда. Терраса – это отдельный разговор, я вам о ней расскажу немножко поподробнее позже. Ну, во-первых, конечно же, нас здесь встречают лебеди. Я очень давно не встречала в отелях Доминиканы лебедей, если честно. Достаточно здесь компактно, все необходимое есть. Кровать, прикроватные тумбочки, розеток достаточно, они все доминиканского образца. Прикроватная вот такая вот софа, диванчик. Ну и, в общем-то, вот такой комод и зеркало. Дальше у нас с вами гардеробная. Это самая маленькая гардеробная вообще из всех комнат. Здесь есть фен, здесь есть весы, вот, есть зонтик. Единственное, что я не нашла вообще в этих апартаментах, это гладильную доску и утюг. Но вполне возможно, что я их просто не нашла пока что, потому что просто огромные апарты. Так, смотрим, какой фен, и пройдем с вами сюда в душевую его проверять. Так, здесь у нас 2 умывальничка, мыло, шапочка для душа, лосьон для тела, полотенечки. Но здесь душевая, полотенце, туалет. Все, в принципе, ну, все привычно, все стандартно, все симпатично. Так, пойдем дальше в следующую спальню. Осторожно, не падаем. Здесь еще такая симпатичная рыба на стене. Итак, следующая спальня. Па-бам, она здесь. Здесь большая кровать, она больше, чем та. Лебедя уже нет, ну, как бы, извините, посмотрите на эту гардеробную. Вот она, я же говорила, что я просто сразу не нашла. Вот гладильная доска. Вот. Места, куда развешивать свою одежду, очень-очень много. Вот такие гардеробные, вот и утюг. Идем с вами дальше. Подождите, вы думали, что дальше будет еще одна комната, но нет, у нас по дороге еще с вами встречает душевая. Она немножко скромнее, но, в принципе, здесь все точно так же. Стаканчики, гигиенический набор, полотенце, душ. Я вам могу сказать, что как бы душ здесь не супер новый. Видно, что тут потертости есть, немножечко темная плитка, но все чисто. Ну и переходим с вами в последнюю комнату. Блин, мне кажется, самые долгие
рум-тур у нас. Короче, так, вот третья комната, она, наверное, самая простая. Есть комод, есть кровать, такой ковричек небольшой, но и здесь тоже вот такая громадная гардеробная. Блин, я не знаю, мне кажется, здесь еще одна комната может быть в этой гардеробной. Может быть, какой-то ребенок может здесь жить. Ну, блин, очень много места. Все очень светло, очень-очень чисто. Мебель какая-то комбинированная. Есть мебель совершенно новая, как, допустим, вот этот комод, он вообще новейший. В некоторых комнатах там есть какие-то элементы, немножко староватые, но вообще совершенно это не мешает, не бросается в глаза, и главное, что все чистое. Ну и я обещала вам показать террасу. По пути к террасе вот здесь вот кондиционер. Смотрите, что здесь отдельные кондиционеры на гостиную, отдельный кондиционер и отдельный кондиционер на комнаты. Так, ну и вот наша терраса. Она громадная, если честно, в некоторых отелях номера по размеру такие, как вот эта терраса. Столик, и есть отдельно диванчики, кресла. Терраса просто создана для того, чтобы вечером здесь собираться компанией. Вид у нас с одной стороны бассейн, с другой стороны у нас виден Атлантический океан и пляж. Ребят, если честно, я в шоке, потому что, еще раз скажу, этот номер стоил $358 на 5. Сейчас высокий сезон, у нас ноябрь, и в это время даже просто обычные такие апартаменты тяжело найти у нас в зоне Пунта-Кана, а здесь еще и все включено, то здесь еще и питание. Мне очень интересно сейчас побежать на обед, посмотреть, чем здесь кормят, чем здесь угощают, и если здесь еще и вкусно, блин, это очень здорово. На обед мы пошли в ресторан прямо рядом с пляжем, называется он Blue Wave. Это ресторан а-ля карт, который работает вот в таком режиме а-ля карт даже на обед. Есть меню, можно выбрать себе блюдо. На самом деле меню очень интересное. Здесь есть севиче, есть буррито, тако, пасты, пицца. Кстати, на обед вы можете заказать не только там воду, вино, пиво, а также прямо здесь же есть бар, и вы можете заказать какой-то из коктейлей, который вы любите. Ну что, друзья, в общем, у нас произошел казус. Оказалось, что в ресторане ничего практически из того, что перечислено в меню, нет. Есть только паста, пицца и севиче из лосося. Короче, тут ситуация такая, что по всему отелю на самом деле вот такие меню очень разнообразные и интересные, а по факту есть из этого вот 20% максимум. Такая же ситуация, как в этом ресторане. Мы пошли на ресепшн, и там очень много всяких вариантов кофе было, помнишь? Ну, этого всего нет, короче, у них только есть латте, капучино, эспрессо, ну, в общем, такое вот самое стандартное. Этот отель находится в районе Кабеса де Торо. Его мы советуем обычно не выбирать, потому что здесь специфический пляж, не совсем карибская картинка. Здесь темноватый песок, часто грязный океан, даже тогда, когда на остальных пляжах чисто. Вот, к примеру, соседние отели здесь, это Серенада, Believe Collection Пунта-Кана, там постоянные проблемы с пляжем. Поэтому, мне кажется, это слабое место этого отеля. Ну, давайте пойдем проверим. Здесь симпатичный песочек, он достаточно беленький. Здесь даже не такого коричневого цвета вода, как обычно на Кабеса де Торо. Ну, мутноватая, и она тусклая, но, в общем, все равно в ней можно купаться. Там не плавают водоросли, по крайней мере, у самого берега. Но если природу мы не можем с вами обвинять, правильно, в том, что она там каким-то не отвечает нашим ожиданиям, то вот эту вот кучу водорослей, вот к ней есть вопросы. Это здорово, что отель собирает водоросли, но то, что он выгрузил их прямо вот здесь же, на пляже, рядом с вот этими вот балийскими кроватями, это странно. А по правую руку у нас с вами находится дельфинарий, друзья. Это именно то место, в котором можно вот так вот в открытом океане, ну почти в открытом, он все равно огражден, поплавать с дельфинами и, в общем-то, с другими обитателями моря. Если вы хотите поплавать с дельфинами, то вы знаете, кому обратиться. Все будет у нас в описании под этим видео, ну и также, конечно же, на сайте dominicana.pro.
Ну и пара слов о пляже в целом. Он достаточно компактный, пляжная полоса не очень широкая, но в принципе отельчик сам не очень большой. Здесь есть лежаки и, как я уже говорила, вот такие балийские кровати. Есть зонтики, под которыми можно укрыться от солнца. Я выпила всего лишь одну маргариту. Короче, вот сейчас будет такое мероприятие, нас будут учить, как делать коктейли. Ну что, дорогие, о территории будет очень короткий рассказ, потому что она очень-очень компактная. От ресепшена и до самого пляжа путь пешком составляет, наверное, 5 минут. Это если там на пару минут еще в каком-то баре остановиться. Очень быстро с одной точки на другую точку можно добраться. Притом интересное ее строение, что вы можете ходить пешком по территории, ну как внутри отеля. И есть еще вот такая вот часть, которая за стенами отеля находится, где можно ездить на машине. Конечно, это вся территория под солнцем полностью. Здесь очень мало тенистых мест. И если вы идете, допустим, от вашего номера или от ресепшена до пляжа, почти весь путь вы проведете под солнцем. Но также через всю территорию ресепшена и до самого пляжа идет бассейн. Он вот такой вот речкой проходит полностью через весь отель. Корпуса небольшие, они такие трехэтажные, достаточно симпатичные. Балконами выходят внутрь вот сюда, на бассейн. Везде на каждом балкончике висят вот такие вот одинаковые картины с панорамой пляжа. Это не панорама точно вот этого пляжа, это больше похоже на пляж на Саоне, допустим. Но вот как бы вам отель намекает о том, что если вам не нравится ваш пляж, он есть где-то еще красивее, поэтому записывайтесь на экскурсии и езжайте смотреть, где они есть красивее. Короче, здесь на территории растут финиковые пальмы. Это очень нетипично для отелей Пунта Каны. У нас обычно либо королевская пальма, либо пальма Кана. Сейчас идет третья анимация подряд. Сначала у нас был дартс, потом мы учились готовить маргариту, а сейчас пошли танцы. В принципе, все логично, правильно? Выпили маргариту и пошли танцевать. Поэтому предлагаю пойти и потанцевать. Вообще совершенно неожиданное. Сегодня ужин под открытым небом на свежем воздухе. Мы вообще хотели пойти туда, в азиатский ресторан на пляже, но оказалось, что он работает только как снэк-бар. На ужин накрыли прямо вот здесь. Вот это ресторан Blue Wave, в котором мы были уже сегодня днем, но не по меню, а вот такой вот буфет. На самом деле очень много всего, куча мяса. Свинина, и говядина, и курица, есть даже козлятина, шашлычки с морепродуктами, щупальца осьминога, есть лосось, салаты, севичи, десерты. Единственное, чего я не увидела в этом отеле за целый день, это фруктов, кстати. Друзья, ну что, хотим подвести итоги нашего ужина. Мне очень понравилось, я бы поставил, наверное, 5 с минусом, потому что там были какие-то моменты, например, не очень мне зашли осьминоги, вот, и не очень зашла мне козлятина, она была немножко резиновая. Все остальное было просто идеально. Я от себя хочу сказать, что когда я увидела, что сегодня доминиканский ужин, я такая,
типа, ну, когда ты живешь в Доминикане, доминиканский ужин – это не самое интересное, что может быть. Но на самом деле, во-первых, были блюда, о которых я даже не знала. Были традиционные доминиканские блюда, которых мы вообще не едим каждый день. Они как раз рождественские, как, допустим, обичуэла дульси, этот сладкие бобы. Да, они вот флан, именно, например, тоже здесь да, лежит. флан, они вот такие рождественские. У нас как раз скоро Рождество. Вот. И в основном все было вкусно, и было потрясающее мясо. Я очень довольна, и плюс мне понравилось, что это все на свежем воздухе. Ну что, друзья, я могу сказать, что меня очень даже впечатлила вечерняя программа. Я не ожидал. Мы, главное, такого не видели нигде. Да, мы такого нигде не видели, это очень круто. Можете посмотреть, вот на заднем плане люди все танцуют, то есть это не только нам нравится. Если вы не любите шумные тусовки, можно отойти немножко назад, чуть-чуть поближе к ресепшену и найти здесь вот такой замечательный бар. Называется он Агава. Работает до 1:30 утра, то есть достаточно долго. И еще один приятный момент, что весь алкоголь, который здесь представлен в ассортименте, он уже включен в стоимость, то есть ничего доплачивать не нужно. Друзья, доброе утро. Мы уже пришли на завтрак. Завтрак достаточно скромный здесь. В основном представлен именно типичными доминиканскими блюдами. Мангу, какие-то панкейки есть. Вот любимая доминиканская жареная солями. Есть также овсянка, есть горячий шоколад, кое-какие фрукты, кое-какие овощи. В общем, на этом все. Но, в принципе, на мой взгляд, этого более чем достаточно. Фух, ну что, Саш, как тебе завтрак? Слушай, мне очень понравилось. Он был достаточно вкусный и съедобный, но не прям так, чтобы супер, чтобы объесться и опять пойти в номер спать. А я сказала бы, что это было грустно, но вкусно. Грустно, потому что реально был очень маленький выбор. Когда Толик сказал, что завтрак скудный, я такая подумала, но там выбор был прямо очень сжатый. Но, тем не менее, было вкусно, и я согласна с тобой тем, что, в принципе, мы наелись, можем идти, гулять, снимать дальше. Короче, вообще здесь на территории очень много комаров. Даже сейчас, в зимнее время, когда, в принципе, у нас гораздо меньше москитов, чем летом, здесь их дофига. Их много возле номера, на балконе сидеть тяжело, потому что они кусают. Ну и, в общем-то, и ночью грызли комары. Саша уже говорил, что орали коты. Притом, если вечером мы такие, ой, как классно, что здесь много разных котиков, на следующее утро, коты орали. Вот, короче, шумоизоляция ужасная. Кстати, это отель, в котором вечеринка неслась всю ночь. Ты, Саша, спал, я несколько раз просыпалась, потому что очень слышно было. Да, было слышно, я Здесь тоже. веселый контингент, и он реально гуляет до утра. Да, у нас соседи на первом этаже тоже, они прям в 6 утра уже, вернее, еще продолжали тусоваться. У них там, в общем, свои какие-то колончики были. Хотя, кстати, во многих отелях это запрещено, но здесь можно. Так, детский клуб так и называется. Kids Club в отеле Radisson Blu работает для детей с 2 лет до 12. Но каких-то прямо четких ограничений на самом деле по возрасту нет. Но обязательно помните, что с детками до 4 лет обычно просят, чтобы родители находились с ними в детской комнате вместе. Работает он с утра до 5 вечера с перерывом на обед. Там у них с 12 до 3 дети обедают с родителями. У нас здесь такая терраса, маленькие, посмотрите, шезлонги для деток. Ну а внутри у нас такой прямо небольшой детский садичек. Здесь есть экраны, на которых деткам показывают мультики, столики, всякие книжки, они, кстати, все на английском, игрушки. В принципе, это просто один из номеров отеля, который переоборудовали в детский клуб. Очень уютно, выглядит как детский садик для малышей. Не уверена, что здесь будет интересно деткам 12 лет, но, в принципе, 4, 5, 6 лет, наверное, здесь будет очень интересно. Как стать друзьями с доминиканцами?
Нужно просто с ними потанцевать. Вот мы вчера потанцевали с аниматорами бачату, и сегодня нам подарили вот такой вот купон. Сказали, что только премиум гостям дарят. Это купон на $25 в спа, и там его можно использовать, если вы заказываете там определенные сервисы спа, допустим, массаж, который длится 50 минут и больше, и который стоит наверняка больше, чем $25. Ну, в общем, сейчас наш корреспондент спортзала и спа-процедур Саша пойдет, покажет нам, что находится в спа. Спа-салон в отеле Radisson Blu называется Etro Spa. Здесь работает замечательная девушка, ее зовут Сайнубис. Она же администратор, она же делает массажи здесь. Я уточнил насчет купона скидочного. Здесь можно посмотреть те массажи, которые от 50 минут и больше, или другие процедуры. Соответственно, на них применим этот купон. Если меньше 50 минут, например, от 25 минут массаж, то придется заплатить полную стоимость. Кроме массажа, здесь есть также хамам, здесь есть кабинет для массажа, чтобы сделать его вдвоем, например. Ну, сейчас понятно, что это невозможно, потому что один только человек работает. И также хамам тоже в связи, сами знаете с чем, пока что не работает. Но так, в принципе, если вам нужен массаж, можете прийти и сделать его. Спортзал находится в том же здании, где и спа, на этаж ниже. И попасть туда можно только при помощи браслетика. То есть его вот так вот нужно прислонить, и дверка открывается. Пойдем посмотрим, что там есть. В самом зале здесь есть все необходимые тренажеры, коврики для пилатеса. Есть вот такая вот зона, где стоят водичка с лимоном, с апельсином и с огурчиками. Есть и обычная водичка. Есть полотенца уже лежат здесь, то есть с собой ничего не нужно приносить. В общем, спортзал достаточно приятный, работает кондиционер. Тренера никакого я здесь не вижу, то есть, видимо, здесь нужно заниматься как-то самостоятельно. Снаружи спортзала вот такая вот здесь есть площадочка, где можно заниматься, например, там прыгать на скакалке, в общем, какие-то делать упражнения на открытом воздухе. Здесь же есть душевая, здесь же есть джакузи. В джакузи нет воды, но душевая, я так думаю, что рабочая. Да, единственное, только непонятно, куда в воде стекать. Но, в общем, она работает. Саш, тебе не кажется, что это очень странное место для этого отеля? Ну да, оно не вписывается вообще в интерьер, но само по себе прикольно. Да, место классное, оно находится вообще на задворках отеля, практически на парковке, и красивое, но вообще непонятное. Да, и зайти сюда может только случайно, потому что оно вот действительно в таком закутке, который не очевидно. В общем, так, в паре слов давай постараемся коротко сделать наше резюме по отелю. Во-первых, мы, конечно же, несмотря на то, что мы здесь классно провели время, мне реально понравилось, но мы не можем его рекомендовать, как любой другой отель в этом районе Кабеса де Торо. Конечно же, из-за пляжа. Пляж – это слабое место любого отеля конкретно в этом районе. Постоянно водоросли, там непонятного цвета вода. Конкретно в этом отеле еще и какой-то абсолютно уродливый пирс с одной стороны и платформа с дельфинами с другой стороны. То есть какой-то красивой райской картинки в этом отеле нет, а в других отелях есть. Ну, опять же, да, то есть хочется сделать ремарочку, то, что к самому отелю вообще никаких нареканий нет. За те деньги, которые мы заплатили за него, это просто супер крутой вариант. Я, наверное, не рекомендовал бы этот отель тем людям, которые планируют впервые поездку в Доминикану. Если вы едете там 3-й, 4-й, 5-й раз, и вам не принципиально, какой в отеле пляж, вы планируете, например, взять автомобиль в аренду, там поездить, покататься, или если вы едете большой компанией, тем более этот отельчик вообще нормально подойдет. Если вы едете впервые, наверное, имеет смысл рассматривать что-то не здесь, не в Кабеса де Торо. Сюда также относятся Белив, Каталония, Серенада, вот эти все отели мы не рекомендуем, опять же, не потому, что что-то не так с самими отелями, а из-за пляжа. Именно, особенно в этом году было очень много жалоб от гостей этих отелей, потому что когда были водоросли, даже неприятный запах по территории отеля стоял, сейчас водоросли отовсюду ушли, а здесь все еще, в общем, какая-то непонятная ситуация. Саша уже правильно сказал, я еще раз подсуммирую, что отель имеет право на жизнь. Он классно подойдет, еще раз, для больших компаний, потому что, опять-таки, я залезла на Booking, посмотрела, на двоих этот отель стоит $202, а на 5 $358. То есть отличный вариант для большой компании. Нам многие часто пишут и спрашивают, можно ли снять апартаменты
в Доминикане, вот интересуют апартаменты, там не обязательно близко к пляжу, просто апарты хотят. Вот идеальный вариант. Здесь есть кухня, здесь есть сушка, стиралка. Стоит столько же практически, как будут стоить апартаменты. Более того, если вы планируете арендовать машину, тоже отличный вариант. У вас парковка прямо рядом с номером. Такого ни один отель больше здесь предложить не может. Опять-таки, если вы не можете расстаться со своим любимым питомцем, даже в отпуск и едете сюда со своим домашним животным, пожалуйста, $30 в день, и ваше животное может быть с вами. Здесь тоже очень-очень мало отелей. По-моему, только Еще один есть. Four Points, короче, Да. только еще есть, который предлагает такую услугу. Вот. Ну и, конечно, если вы как вот, ребята, которые живут в Доминикане и просто хотят куда-то поехать потусоваться на выходные, тоже это отличный вариант. В целом, для простого, обычного, пакетного туризма, скажем так, ой, будь здоров, вот правду говорю, этот отель, конечно, не стоит рассматривать. Но, тем не менее, здесь отличный персонал, здесь очень классные ребята. Тут не совсем понятное питание, скажем так, потому что кучи всего нет, но, тем не менее, то, что есть вкусно. Такого развлекалого, как было вчера, я уже давно не видела, потому что пляски были вообще до середины ночи, анимация целый день какая-то неслась. Ну, в общем и целом, да, мы все показали, вы можете сделать вывод сами. Отдельно хочу обратиться к тем людям, которые уже забронировались в этот отель и теперь сейчас метаются в спешке и ищут плохие отзывы. Не надо этого делать. Мы сами, на самом деле, тоже такие люди. Сначала что-то купим, а потом лезем читать. Вот. Настройтесь на хороший отдых. В отеле действительно есть чем заняться, но он небольшой, компактный. Если будет скучно, пишите нам, заходите на наш сайт Dominicana Pro, и мы вас отвезем на классные экскурсии, покажем вам страну. И на всё классные будет классно. пляжи. И классные пляжи, конечно же. Все, друзья, спасибо, что были с нами. Пишите в комментариях, на какой отель снять следующий обзор. Да, мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.